Так, всем здравия. Тема сегодняшнего нашего вебинара КФС «Буковичка» и оздоровление мочевыделительной системы. Начинаем, как всегда, с новостей компании «Планеты регионов». Итак, уважаемые пользователи, продолжается акция, объявленная в компании с 16 по 30 июня на 2 КФС элитной серии с 8 элементами. Это КФС «Буковичка» и КФС «Священная любовь». КФС «Буковичка» активизирует энергетическую систему органов, профилактирует, реабилитирует все физиологические процессы и дает балансировку биополя. На КФС прописана поляризация воды, минерального лечебного источника из Сербии, Буковичка баня, и время структуризации воды 10 минут. КФС «Священная любовь» наполняет энергиями любви и прощения, помогает согреть отношения, привносит в пространство радость и свет. На КФС «Священная любовь» прописана поляризация воды энергетического потока, который шел на Землю 2 мая этого года. Время структуризации воды 15 минут. Оба эти корректора выпускаются исключительно в период июньской акции, то есть 16 по 30 июня, всего в количестве по 1000 штук каждого наименования. Ну и прежде чем перейти к рассмотрению основной темы, давайте поговорим о том, какими корректорами сегодня актуально поработать. Итак, сегодня у нас 24 июня и идет 25-й лунный день. Луна в созвездии Телец, поэтому в первую очередь обращаем внимание на горло. Это КФС актуально будет в применении экстралор, КФС номер 2, прокачка лимфоузлов подчелюстных, у кого есть проблемы и у кого слабое горлышко. Идет 6-й солнечный день, планета-управитель дня сегодня Венера. Значит, характер 25-го лунного дня выражен в сосредоточении и воображении. Вообще-то очень важно, я хочу сказать, сейчас, в настоящее время, заниматься практиками концентрации внимания, сосредоточения, воображения, то есть образно представлять не только желаемое, а вообще тренировать память себе на воображение, то есть образную память тренировать. И в этом нам помогают и КФС браслет-активатор интеллекта, и КФС номер 13. Поэтому используйте их для помощи себе, для того, чтобы активизировать образное мышление. Символ дня – черепаха, раковина и 2 сосуда с живой и мертвой водой. Поэтому актуально также поработать сегодня с КФС Орловское Полесье и КФС Освободитель. Благоприятно практиковать созерцание, стремиться к гармонии, развивать чувствительность. Неблагоприятно вступать в брак, путешествовать, забывать про рассудительность и рациональность. Значит, что касается еще здоровья, очень важно сегодня работать над повышением духовности. Сегодня во втором вебинаре мы как раз будем об этом говорить. Для этого у нас есть тоже достаточный потенциал корректоров, объем, да? Очень много корректоров, которые активизируют и пробуждают человека к духовному росту, к духовному развитию. Начинать надо с духовного пробуждения, поэтому КФС Инки, КФС Лхаса будут очень актуальны в этом случае. Также в этот день очень важно очищаться от шлаков, не только духовных, но и физических. Поэтому КФС номер 2 вечером после 16 часов тоже можете активно с ним поработать. Очень важно слушать сегодня свой внутренний голос и противопоказана любая поспешность. Камни лунного дня: шпаты, тигровый глаз, соколиный глаз голубой и синий, кошачий глаз зеленый. И идет 6-й солнечный день. Какие подсказки нам на сегодня дает солнечный календарь? Девиз 6-го солнечного дня – вера. В этот день хорошо взаимодействовать с водой. Проявляйте милосердие, оказывайте помощь больным и немощным, если они вас об этом просят. Но не навязывайте другим людям своего мнения, не давите, ничего не внушайте.
Опасайтесь сами попасть под чужое влияние. Верьте самому себе. Цвет, который обладает очень мощной энергетикой сегодня, серебряный. А из растений, которые обладают очень мощным энергетическим потенциалом сегодня, это груша, айва, морковь, редька и облепиха. Также шестой солнечный день называют днем высшей истины, целостности, целительства и здравия. Тотем аист, камень белый нефрит. Не стоит сегодня носить черных каких-то ярких оттенков. Это день целостности и здравия. Мощной силой обладает целительная холодная вода. Ну, а если мы еще проструктурируем на КПС, да, то можно, допустим, там на даче, кто находится, обливайтесь этой водичкой. Также в эти сутки очищают колодцы и источники, распутывают головоломки, кармические проблемы, следят за приметами и знаками судьбы. Сны, которые сегодня приснились кому, они могут быть вещами. Это день объединения и восстановления родственных связей, поэтому актуально будет поработать по родовым каналам, делать прокачки по родовым каналам, с КПС перезагрузка очищения, перезагрузка наполнения. С КПС непосредственно цвет успеха. С КПС, ну вот еще у вас нет вот новый корректор священная любовь. Ну какие есть, с теми и работаем. То есть вот такой вот интересный день сегодня по солнечному календарю. Теперь по майямскому календарю. Какие подсказки дает на сегодня майямский календарь? Значит, основная энергия этого дня находится в эволюции, навигации и синхронности. Поэтому очень важно сегодня получать и выражать силу навигации и развития. Фокусируйтесь на прокладывании курса своей пространственно-временной реальности, на синхронизации со своим высшим предназначением. Результатирующей силой, дающей обертоны движения, является сознательное открытие врат эволюции. То есть будьте осознанными, будьте сознательными в своих выборах жизненных. Поддерживающей или питающей силой сегодняшнего дня является коммуникация и связи, дух и дыхание. Очень важно получать и выражать энергии духа и связанности во всех ее видах. Фокусируйтесь на присутствии духа во всех ваших делах. Даже вот корректор взяли, воду проструктурировали и подуйте на эту воду. Вы активизируете и как бы привнесете частичку своего духа в эту воду. Действуйте в согласии со своим естественным вдохновением и позволяйте духу помочь вам выражать сокровенную истину вашего бытия. Чувствуйте движение духа как всемогущее дыхание самого бытия, объединяющего всех и вся. Балансирующей силой сегодняшнего дня является знание, свершение и исцеление. Получайте и выражайте силы свершения и исцеления. Фокусируйтесь на том, чтобы наполнить жизнь новым глубинным смыслом слова «свершение». Станьте воплощением целительства для себя самих, в первую очередь, на всех уровнях. И взращивайте способность привносить в жизнь желаемое. Ну и скрытой незримой духовной силой поддержкой является целеустремленность и осознание. Выражайте силы осознания, фокусируйтесь на всемогуществе ваших намерений, нацеливайте желания на осуществление и высаживайте семена сущностно важных явлений с предельной точностью. Питайте и взращивайте, наблюдайте за их ростом и распространением. Это ваших намерений имеется в виду. То есть вот такие подсказки дает на сегодня майямский календарь. И мы переходим к основной теме. И сегодня мы говорим про уникальную КПС, многогранную такую, да, которая, кстати, очень много информации есть в интернете, можете почитать, видеороликов посмотреть про этот санаторий в Сербии. То есть, ну, очень уникальная вода. И КФС «Буковичка» активизирует энергетическую систему органов, профилактирует, реабилитирует все физиологические процессы
и способствует балансировке биополя. Балансирует биополе, выравнивает его, создает защитное пространство пользователя, закрывая как бы его на тонком плане от недоброжелателей при непосредственном контакте в пространстве или в комнате. Гармонизирует и выравнивает эмоциональное состояние. Вот это очень важно, понимаете, чтобы в наш адрес как бы очень хорошо делать прокачки. Я вот попробовала вчера. КПС Буковичка и КПС номер 23. Очень актуально. Особенно если вы там побывали в социуме или если были какие-то ссоры там с людьми, и вы можете предполагать, что ваш адрес могли посылаться какие-то негативные мыслеформы, какие-то посылы магического особенно характера. Очень важно такие прокачки делать. Вот КФС Буковичка, вот эти энергии, они как бы не допускают даже к вашему биополю, не позволяют повредить структуру вашего поля, пробить его там, деформировать, сместить вправо или влево, вперед или назад. То есть создается очень мощное вокруг человека защитное пространство. И когда у человека структура биополя как бы нарушается, да, смещается там или пробои сквозные или вмятины, то, естественно, это со временем, сейчас время течет очень быстро, и, естественно, очень быстро сейчас как бы проблемы с тонкого плана проникают на физический уровень. И человек ощущает на физике уже какой-то дискомфорт, какие-то болезни, те же головные боли, там, повышение давления. И сейчас, темные силы, будем говорить так, как бы на последнем издыхании, да, и пытаются напакостить и навредить как можно больше. И очень много людей, к сожалению, сейчас уходит в мир иной из-за определенных магических воздействий. Шатунов, да, вы слышали, наверное. Это тоже все не просто так. Поэтому очень важно защищать себя. Активизирует энергетическую систему органов и уровни энергетических центров, особенно 2, 3, 4, 5, 6 энергетический центр. Способствует эффективному проявлению противовоспалительного и антибактериального действия на все системы органов, активизирует застойные процессы, способствует устранению воспалительных процессов в лимфоузлах, направлен на снижение токсической нагрузки. Это можно использовать вместе с КФС номер 2 и при прокачках, и ношение на себе, если вы на той же 2 чакре, на 3 чакре можно использовать. Также, если есть, они у всех есть эти шлаки на уровне лимфодренажной системы, поэтому очень важно заботиться о чистоте лимфоузлов, окружать их вовремя. Поэтому прокачки по лимфоузлам тоже можно делать, используя или КПС Жива, или КПС номер 2 в комплексе с КПС Буковичка. Снизу вверх прокачиваем по левой стороне, потом по правой стороне, мужчины наоборот, все лимфоузлы. Также поддерживает и укрепляет иммунный статус пользователя, способствует профилактике и коррекции различных респираторных заболеваний, в том числе хронических, вялотекущих и не поддающихся в длительном периоде выздоровлению. Но особенно после модной болезни, да, многие подкашливают, кто-то там где-то осталась какая-то инфекция, да, при бронхитах, при бронхиальной астме, при хронических обструктивных заболеваниях легких, в комплексном применении можно использовать с КФС номер 5, с утра пораньше работаем в этом случае. Можно использовать с КФС здоровые легкие, с КФС номер 19, с КФС дар огня, то есть объемно прокачивать легкие. Как бы по переднему аспекту, там под ключицу и верхняя часть лопаток. Слева, допустим, подержали КФС минут 10-15, и с правой стороны таким образом. Это после основных прокачек. Профилактирует, реабилитирует и облегчает состояние пользователя при ревматических заболеваниях воспалительного и дегенеративного профиля, при ревматоидном артрите, артрозе, спондилезе, остеопорозе, миозите.
Поэтому у кого есть вот эти вот заболевания аутоиммунного характера, тоже в комплексном применении из КПС номер 10, из КПС свобода движений можно использовать для прокачек позвоночника, для прокачек проблемных суставов. Ну, в идеале это, конечно, делать прокачки по основным и дополнительным чакрам. Активизирует процессы оздоровления при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Это хронические гастриты с любой секреторной функцией желудка. Это гастродуодениты, неосложненная язвенная болезнь. Улучшает состояние после резекции желудка при язве. Помогает облегчить состояние при хроническом колите и болезни Крона. Опять же, здесь в комплексном применении можно использовать, если это проблема желудочно-кишечного тракта, с 7 до 9 часов утра данный корректор. И прокачки делать вместе с КФС номер 5 или с КФС ключ здоровья 1. Берем КФС буковичка и вот, ну, кому рука потянется, да, или КФС номер 5, или КФС ключ здоровья 1. Можно чередовать эти два корректора в применении с КФС буковичка. И затем закрепляем, допустим, прокачку сделали с 7 до 9 и закрепили, ну, до 9 часов утра носим эти корректоры спереди и сзади по уровню 3-го энергетического центра. Способствует оздоровлению детоксикации печени, желчного пузыря и желчновыводящих путей. При постгепатитном синдроме, хроническом гепатите, дискинезии желчновыводящих путей улучшает состояние после дробления или хирургического удаления камней. Значит, здесь в комплексном применении можно использовать КФС номер, опять же, 5. Вот здесь вечером уже работаем, в этом случае по печени и желчному пузырю, за 2-3 часа перед сном. Используя, допустим, КФС номер 5 и КФС буковичка, объемно прокачивая печень. Затем КФС буковичка и КФС номер 2. То есть обязательно по желчному пузырю с двойкой работаем. Ну и объемно можно прокачивать печень, то есть делать энергетическую проживку. Способствует профилактике заболеваний поджелудочной железы и улучшает состояние при хроническом панкреатите, стадии ремиссии, сахарном диабете и его осложнениях, ангиопатии, то есть заболевания кровеносных сосудов, нейропатии, когда нарушается метаболизм нервных стволов. Применяется в комплексной терапии при диабете 1 и 2 типа. У нас корректора по оздоровлению при диабете 1 типа еще не было. Поэтому очень важно, надо понимать, что у многих детей даже ставляется диагноз диабет 1 типа. Поэтому, ну, я думаю, что это единственный, по-моему, санаторий. Я больше не встречала нигде информации по другим там санаториям, которые не только вот в России, но и в мире расположены, чтобы заявляли о оздоровлении при сахарном диабете. Вот, а здесь это исцеляется. Поэтому очень важно работать по поджелудочной железе с 9 до 11 часов утра с этим корректором. Опять же, в комплексном применении прокачивать использовать КФС номер 5 или КФС ключ здоровья 1. Также можно использовать в комплексном применении, если это сахарный диабет, КФС баланс, КФС эндовита прокачки делать. Ну и, конечно, не забывайте про браслет Vita Balance, если сахарный диабет 2 типа. То есть вот очень мощный корректор в этом плане. Также способствует детоксикации, нормализации лимфотока, снятию отеков и выводу лишней жидкости. Оздоровлению мочевыводящей системы, выводу песка, обладает мочегонным действием, помогает при различных урологических заболеваниях, цистит, уретрит, нефрит и так далее. Но об этом сейчас будем подробно говорить, про мочевыделительную систему, как с этим работать, да, применяя КФС, буковичка. Поэтому время применения в этом случае КФС будет, если проблемы с мочевым пузырем, с 15 до 17, если проблемы с почками, с 17 до 19 часов. Профилактирует и реабилитирует состояние при неврологических и мышечных заболеваниях у взрослых и детей. Состояние может быть после повреждения нервной системы, родовые травмы.
То есть бывает так, что ребеночек рождается вот с аутизмом. Очень у многих детей сейчас с аутизмом. Поэтому вот данный санаторий, он тоже как бы работает по неврологическим заболеваниям. Помогает в реабилитации травм и коррекции широкого спектра заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь опять же работаем и на физическом уровне, и на энергоинформационном уровне. То есть восстанавливаем как бы ауру сустава. То есть у нас есть аура общая, структуры биополя, есть аура на уровне каждого сустава, потому что каждый сустав – это мини-чакра. Вот, поэтому очень важно восстановить вот этот энергетический шарик. Я уже рассказывала, как видео по тестированию. Поэтому прорабатывайте обязательно энергетический уровень. И в комплексном применении, опять же, тоже можно использовать в прокачках по основным и дополнительным чакрам. Профилактирует возникновение нарушений периферического кровообращения, артериальной и венозной системы. Ну, вот в этом случае очень важно дополнительно прорабатывать еще на энергетическом уровне меридиан перикарда. Ну и связанный с ним меридиан трех обогревателей. То есть просто массаж делайте себе энергетический. Или с КПС-18, или с КПС номер 2 продавливайте от первой точки до последней. Потому что именно меридиан перикарда, он как раз отвечает у нас, и он еще и называется также меридиан кровообращения. Направлен на улучшение состояния кожи при заболеваниях и повреждениях, дерматиты, экземы, ожоги, а также состояние и внешний вид ногтей и волос. Вот, кстати, сегодня мне вот буквально перед вебинаром бросили аудиозапись отзыва. В этом случае в комплексном применении можем использовать КПС, который у нас был в подарок на конференции врачей. И уже отзыв дали вот по этому КПС. То есть вот кожное заболевание, тот же псориаз, шелушение ногтей. Сейчас я вам включу, послушайте, здесь буквально вот на минуту. Результат показывает, что женщина неделю принимала ванну, души на были так связницы. Она ходила по врачам, ничего не помогала, плюнула, бросила, корректор недавно и занимается активно. И мне позвонила, сообщила результат, но очень хорошо, стали пышные, насыщенные, такие плотные. У нее, как она называет, 3 волосинки прицепились. Стали пышные и объем появился. Это одно, но ногти стали как новенькие. То есть ушла, от нее стала шелушиться кожа, вся облазит, как вот человек бывает, немножко обгорит на солнце, вот так облазит кожа. И она мне спрашивает, есть ли у кого-то такие результаты, кожа облазит. Но знакомая ей пришла и обратила внимание, что ногти у нее, она говорит, вот это вообще пошла вот эта серость, пошла вот это вот как, вот это вот все грязно стали полной женщины, как новенькие. То есть вот такой вот отзыв по фунгимину. Вот. Ну и очень много отзывов в интернете по оздоровлению кожных заболеваний именно вот в этом санатории, в Буковичка-Бане. Поэтому в комплексе можно использовать и фунгимин. Но вообще вот я хочу вам сказать, что почему именно локти очистились, да? У нас вот зона локтей, она связана с поджелудочной железой. Это информационная зона поджелудочной железы. Это говорит о том, что фунгимин сработал по поджелудочной железе у женщины. То есть, скорее всего, грибы были в поджелудочной. Вот, поэтому и очистились локтевые суставы. Ну, вместо локтевых суставов. Поэтому очень мощные корректоры. Наша задача просто работать, не лениться, а работать с ними. И вот при применении КФС Буковичка тоже можем в комплексном применении из КФС номер 1, не забываем, КФС номер 2, КФС браслет обновления, вот фунгимин,
и КФС Буковичка, да, источник жизни. Все эти корректоры применяйте. У кого дерматит, у кого экзема, у кого после ожога надо восстановиться. Ну и опять же, тоже состояние ногтей, волос тоже улучшается, как и вот в отзыве было при применении фунгимина. Запускает процесс восстановления метаболизма и оздоровления эндокринной системы. Дает профилактику гипертиреоза и ожирения. Кстати, вот где-то я там говорила, да, вот когда выводит лишнюю жидкость из организма, данный корректор, вот в комплексном применении очень хорошо делать прокачки, используя КПС номер 3 или КПС номер 4 для мужчин. И пить воду из тройки или из четверки и КПС Буковичка. То есть объемы тела уходят. Также помогает устранять физические спазмы, зажимы, мышечные, сосудистые. Также на энергоинформационном уровне предотвращать и расформировать энергетические блоки, неосложненные родовые травмы, в том числе сформированные в перинатальном периоде и их последствия. Поэтому спазмы практически у всех людей есть. Ну и что касается рекомендаций по применению КФС Буковичка, для защиты биополя и гармонизации эмоционального состояния использовать можно при контактах с недоброжелателями, то есть КФС не отзеркаливает, а просто не пускает вот эту негативную психическую энергию в поле пользователя. Применение КФС поможет выйти из тумана на солнечный свет без страхов, с ясностью восприятия мира и событий, помогает снять претензии к окружающему миру, Богу, другим людям и так далее. Универсальное средство для реабилитации после травм, операций, терапии, хронических заболеваний. Необходим для поддержания здоровья при заболеваниях диабетом, в том числе у детей. Включать можно в лечебно-оздоровительные протоколы, программы санаториев, СПА, домашнего ухода как для взрослых, так и детей с рождения. Обычно рекомендуется женщинам в период беременности для снижения вероятности возникновения травм в перинатальном периоде и во время родов, особенно при кесаревом сечении. Полезно принимать ванну, при этом происходит детокс, оздоровление и омоложение кожи. Можно, кстати, тоже на этом корректоре структурировать, можно совмещать, вот взять, допустим, любой омолаживающий корректор, 15 или молодильное яблочко, или фактор красоты, особенно вот фактор красоты, совместили с КФС Буковичка, поставили посередине ванночку с кремом и проструктурировали 10 минут перед применением. Особенно если у кого-то какие-то изъяны кожи, прыщи на лице, тоже очень хорошо будет помогать и омолаживать дополнительно. Универсальный корректор для прокачек, особенно когда нет возможности выбора или пользователи не чувствуют энергии. То есть вот такой универсальный, очень мощный корректор. Комплексное применение можно использовать в сочетании с любыми КФС, особенно профильными. Опять же, используем в зависимости от того, что мы решаем с вами исцелить. И подбираем корректор для синхронизации. Это вот сам санаторий, Буковичка баня. Итак, мочевыделительная система. В комплексе она у нас состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. То есть это наша мочевыделительная система. В комплексном применении базовые корректоры, которые мы можем использовать с вами, это КФС нефрит, это КФС номер 2, триумф бытия и КФС Буковичка. Это базовые, основные. Если мы говорим в целом о комплексном применении, то это может быть еще КФС Амарант, КФС номер 9, КФС исцеление 2, код Гоби, норма жизни 1, Орловское Полесье, Пороспева, Преображение, Сокровища Испании, КФС браслет Аист, Амулет, Оберег и Чаровница. Вот, кстати, в путеводителе на странице 291 раздел называется «Урология, мочевыделительная система, мужская репродуктивная система». Здесь как раз можете почитать про комплексное применение, что я говорю, какие корректоры я озвучиваю. Это как раз вот здесь все на 291 странице все это указано. Ну и
Если мы говорим о мочевыделительной системе, то надо понимать, что любое заболевание, прежде чем проявиться на физическом уровне, оно проявляется на тонком энергоинформационном уровне. И очень важно понимать, что каждая система органов, в том числе и мочевыделительная система, она имеет свой как бы энергетический, энергоинформационный, будет правильно сказать, уровень на тонком плане. И вот мир этой внутренней энергетической, энергоинформационной системы, он плотно как бы впаян в жизнь мира Земля. Это те самые корешки, по которым поступает к нам поступают жизненные соки большого мира. Блуждая по просторам мира, мочевыделительная система, мы можем оказываться на тонком плане, как бы на просторах Земли. И невозможно в этих переплетениях найти границу, где кончается человек и начинается человечество. То есть надо понимать, что мы являемся вот как капелькой в океане, в огромном океане мироздания. И наш внутренний мир, и внешний мир – это все суть единое целое. И мочевыделительная система является проводником времени в пространственном диапазоне человека, выступая соединяющим мостом между мирами, внутренними мирами человека двух систем – пищеварительной и репродуктивной. Вдумайтесь, пожалуйста, вот то, что я сейчас озвучила. То есть мочевыделительная система является проводником времени в пространственном диапазоне человека. То есть время зависит от состояния мочевыделительной системы. И мир почек более напоминает русло двух рек, текущих навстречу друг другу. Поток этих рек то бурный, то едва заметный, состоит из энергии времени. Поэтому помните, когда мы говорили с вами про КПС нефрит, когда вот у нас только появился, и там мы делали практики, да, прокачивали вот этот канал времени через почки, который идет. Аура этих потоков, один из которых стремится в будущее, а другой в прошлое, охватывает все существо человека, укореняет его именно в этом конкретном проявлении, определяя его земную суть и делая явленным настоящее время. То есть энергия почек, она как бы проявляет нас в энергии настоящего времени. Энергоинформационный статус почек проявляет человека физически в настоящем времени. А центром тяжести физическое воплощение является. В правой и левой почке время течет разнонаправленно. То есть в правой почке время течет из будущего, а в левой из прошлого. Именно благодаря почкам мы проявляемся в тех или иных формах. Вот, кстати, благодаря энергоинформационной структуре почек мы проявляем свою многомерность, проявляемся в многомерном мире Вселенной, не только здесь, на Земле, в настоящем времени. То есть почки – это орган, корректирующий центр тяжести, проявленности человека в мерностях мира. Они определяют диапазон жизни человека земного, а также уравновешивают смысловую гармонию органов как систем человека в пространстве. То есть их можно уподобить рычагам управления нижними системами, принимающим сигналы с центральной системы, которая является сердечно-сосудистой системой и тоже является системой времени. И система координации всех процессов человека и Земли, по сути, осуществляется посредством мочевыделительной системы. И, кстати, проявляя себя в мерностях бытия, благодаря энергоинформационной структуре почек, мы, уже многие из нас, кстати, могут проявлять себя уже сейчас на уровне сознания в пятом измерении. И совершать там определенные ментальные как бы
воображаемые образные действия по трансформации каких-то негативных ситуаций, которые когда-то, допустим, ну, была совершена вами жизненная ошибка какая-то, ну, неправильно поступили, что-то не так сделали в жизни. И если вы анализируете свою жизнь и понимаете, что в настоящем моменте времени у вас существуют какие-то проблемы в жизни, да, не только со здоровьем это могут быть невезение, это может быть нехватка денег, это может быть, ну, любая проблема. Вот надо как бы раскрутить, вспомнить, да, как вы думаете, осознанно понять, из-за чего вот эта ситуация, да, ошибочная ситуация, которую вы в прошлом совершили, то именно она является как бы следствием того, что вы имеете в настоящем моменте времени. То есть там причина в прошлом причина, а в настоящем следствие. Понимаете? И очень важно вот эти вот моменты для себя осознать. И можно изменить, пребывая на уровне сознания в 5-м измерении, благодаря энергоинформационной структуре почек, мы можем войти ментально в прошлое, мысленно, ненадолго, осознать ту причину, ту ошибку, которую мы совершили, и изменить в лучшую сторону таким вот образом свое будущее. То есть это делается легко и быстро на уровне сознания с 5-го измерения. То есть таким вот образом стираются кармические программы. В 5-м измерении кармы нет. Вот поэтому очень важно вот эти вот моменты можете проделывать с КФС Буковичка, из КФС Нефрит или с КФС номер 2. Вот когда вы делаете прокатки, непосредственно можете как бы сделать соизмерение ментальное на уровне своего сознания причинно-следственных связей, ваших ошибок и тех ситуаций, которые сейчас вам мешают идти по жизни. Но это вот то, что я сейчас говорю, это, конечно, информация для пробужденных. Вот. Ну, тогда только в этом случае человек может меня услышать и понять. Далее. При трансформационных процессах, целью которых является существенная сдвижка центра тяжести человеческих проявлений, именно почки несут основную нагрузку. Негармоничное их функционирование способно существенно затруднить работу нижних систем. При повышенных нагрузках принципиальным для работы почек становится усиление их связи с центральной системой, а также с мозгом, системой Луны и Земли. Это то, что касается мочевыделительной системы. Я не буду говорить про репродуктивную систему, мы как раз говорим с вами про мочевыделительную систему. Ну и если мы говорим о почках, то причины, да, из-за чего возникают ситуации, требующие разрешения по здоровью с почками, каковы факторы, повреждающие почки. И наша задача работать не со следствием, да, а убрать причины, непосредственно причины, которые повлияли на дисфункцию почек. На первом месте это табакокурение, это то, что мы можем убрать с вами, да, проявив свою силу воли и непосредственно используя КФС номер 19, отсекая себя от эгрегора курильщиков, используя КФС номер 5, структурируя те же сигареты, и даже вкус меняется. Также это непосредственно использовать можно КФС номер 20 в обязательном порядке, потому что могут быть сущностные структуры какие-то на тонком плане, принуждать как бы человека к табакокурению. КФС трансформация, то есть вот с этими корректорами работаем. Употребление наркотиков, алкоголя, злоупотребление алкоголем, то есть здесь уже подключка идет к эгрегору алкоголиков. Здесь 11-й корректор обязательно отсекаем. Это, опять же, 20-й, синхронизация.
Это работа с 21-м корректором, то есть может быть какая-то привнесенная энергоинформационная отрицательная программа. Поэтому это вот в наших силах, да, сделать. Дальше. Злоупотребление обезболивающими препаратами, особенно когда человек занимается самолечением. То есть надо понимать, что любое лекарство одно лечит, а что-то другое, не одно даже, а 10 каких-то проблем появляются у человека. Поэтому, когда орган болит какой-то, естественно, что это сигнал СОС, который орган подает. А любая обезболивающая таблетка, она заглушает крик органа о помощи. И человек, орган перестает болеть, но продолжает разрушаться. Человек об этом уже как бы не знает, не чувствует. Поэтому не злоупотребляйте обезболивающими препаратами. Садите себе почки. Дальше. Злоупотребление пищевыми добавками. То есть сейчас, когда покупаете в магазинах продукты, ходите с лупой. Потому что там иногда очень мелко так пишут, да, что вот просто многим лень читать, кто-то привык покупать одни и те же продукты в магазине. Поэтому пищевые вот эти Е-добавки, они практически, ну, во многих продуктах присутствуют. Поэтому будьте внимательными. Профессиональные контакты с органическими растворителями, солями тяжелых металлов и другими токсинами. Поэтому ну, здесь вот отдельный вебинар у нас был, да, по выведению солей тяжелых металлов из организма. ПС и детоксикация, назывался так вебинар, не помню. Вот там подробным образом я рассказывала, да, что мы можем как бы впитывать внутрь себя не только через продукты питания, но и через воздух и так далее. Нарушение обмена веществ, ожирение, повышенный сахар, повышенные холестерины, триглицериды. Но обязательно добавляем вот при атеросклерозе, особенно если присутствует, ну, у большинства людей присутствует после 40-50 лет, обязательно надо оксихлорофилл. Обязательно. Хотя бы там 1-2 курса в год пивать. Высокая мочевая кислота крови. Опять же, вареные томаты, вареный щавель, то есть мясо, вот все, что закисляет кровь, способствует как бы накоплению мочевой кислоты в крови. Поэтому тут будьте тоже очень аккуратны. Артериальная гипертония, потому что 95% этиологии артериальной гипертензии составляет именно почечная артериальная гипертензия. Поэтому при дисфункции почек может повышаться давление. Злоупотребление белковой пищи и белковое истощение. То есть вот необходимо соблюдать золотую середину. То есть, но старайтесь употреблять растительные белки, потому что они усваиваются нашими клетками. А вот животный белок, к сожалению, не усваивается. И употребление животных белков в период Ночи Сварога был насильственно навязан человечеству как потребителю, как употребление гаваха. Вот, поэтому в космосе существуют законы определенные, да, то есть, ну, правильно сказать, законы мироздания. И темные силы их исполняют четко, они не имеют права их нарушать. Так вот, этот закон, основной космический, гласит следующее. И выражается в следующем, что как человек поступает по отношению к другим живым существам, тогда другие живые существа таким же образом могут поступать по отношению к этому человеку. Понимаете, если человек ест мясо, то сами понимаете, на что он дает разрешение. И темные инопланетяне этим прекрасно пользуются. Дальше малоподвижный образ жизни. Но опять же, это все в наших руках, да, то есть сейчас вот пока лето, не сидите на скамеечке. Я вот смотрю, тут возле подъезда у себя бабулечки сидят и сидят. Вот, ну, взяли бы хотя бы, ну, если тяжело ходить быстро, хотя бы медленно, да, но надо двигаться, потому что движение – это жизнь.
Малоподвижный образ жизни вызывает гипотонию, и, естественно, это все негативным образом сказывается и на состоянии почек, и на состоянии сердечно-сосудистой системы, да, ну, в принципе, на всем организме, на всех системах и органах. Дальше, инфекции. То есть это то, что непосредственно очень важно убрать, вот эти вот факторы, повреждающие почки. То есть практически все зависит от нас с вами. И сейчас вот параллельно с приемом оксихлорофила, пока вот травка зеленая есть, употребляйте дикороссы, делайте себе зеленые коктейли. Я вот каждый день делаю где-то по 1,5 литра, вот, и ну, очень сытно, очень полезно, потому что там все, и там те же белки растительные. Но очень важно напитывать свой организм, давать клеткам питание. Почему хочется кушать, когда человек употребляет уже вареную пищу, да, мясную пищу? Потому что ну, клеткам эта еда не подходит. Это просто для того, чтобы насытить свою плоть. Но это еда не для клеток. Клетки голодные, постоянно идет сигнал головной мозг. Они кричат: еды, еды, давайте, да, витаминов, микроэлементов. Человек бутерброд с колбаской. Естественно, это не удовлетворяет наши клетки. Ну и надо понимать, почему почки очень важно поддерживать здравие, потому что они влияют на все процессы в нашем организме. То есть от почек зависит, как работает наше сердце, от почек зависит общая энергетика в энергетических каналах нашего тела, потому что вот существует энергетический канал почек. И есть инь и ян почек. И инь и ян почек соответствуют инь и ян состоянию всего нашего организма. Соотношение кальция в нашем организме тоже от почек зависит. Температурный режим в разных частях и органах нашего тела. Так вот, если, допустим, температура поднимается, вроде бы человек еще нормально себя чувствует, это уже первый такой звоночек от почек. Возможно, там какие-то воспалительные процессы почечных клубочков. Наличие опухолей в организме. Вот когда непосредственно у человека почки во здравии, то онкологии никогда не будет. А если почки в дисфункции, то возможно наличие развития онкологических процессов в организме. Плюс, опять же, питание. Наличие жидкости в плевре легкого приводит к развитию этого, бронхиальной астмы. Потому что почки при почечной недостаточности, допустим, они не в состоянии откачивать излишний конденсат из плевры легких. Красота и гармония нашего тела в целом тоже зависит от состояния почек. Умственные способности тоже зависят от состояния почек. Кровообращение, работа желудка. То есть, видите, вот, ну, темные силы постарались разъединить, да? Внутри человека все органы, да? Медицина лечит отдельно каждый орган. А все взаимосвязано, мы видим, да? И нельзя вылечить почки, не обращая внимания и имея дисфункцию других внутренних органов. И наоборот, да? Сердце больное тоже вот связано, взаимосвязано все непосредственно с почками. Поэтому очень важно вот эти моменты для себя обозначать все. Ну и в китайской медицине почки обладают 5 основными функциями. То есть они являются, во-первых, хранилищем наследственной энергии, управляют ростом и развитием. Почки хранят энергию цзин и отвечают за продолжение рода. Регулируют водный обмен, управляют мочеиспусканием и дефекацией. Поэтому если проблемы с дефекацией, недержание, допустим, да, то это все лежит в основе первопричина дисфункции почек. Почки контролируют костную систему, участвуют в образовании костного мозга. И активность почек активизирует ци, то есть энергию нашу. Ну, надо сказать, что если мы говорим про энергоинформационный статус почек, то представительство почек у нас находится на шее сбоку. Поэтому КФС
буковичка можно прикладывать не только в прямую проекцию на почки, на мочевой пузырь, уровень второго энергетического центра, но и прикладываем на шею сбоку, прям под душную раковину. Если вот здесь вот тонус мышц шеи очень такой сильный, напряженный, то это плохо. В первую очередь плохо для почек. Поэтому пропальпируйте, есть ли напряжение у вас в этих местах. То есть легкий такой вот расслабляющий массаж надо делать. Там же, кстати, вот находится управление десен, зубов, то есть висок, ухо, сосуды, обоняние, все это взаимосвязано. То есть зрение связано с печенью, а почки связаны с шеей. Вот если вот здесь сильно напряженная боковая поверхность шеи, то, возможно, еще почечная камня у человека есть. Вообще уши связаны с почками. Поэтому вот даже как выглядит ушная раковина, да, так выглядят почки. И обычно те люди, у которых есть проблемы с почками, у них есть проблемы со слухом, со зрением. Они могут испытывать онемение пальцев и мышц рук. А костлявая рука – это образ старости. Но на самом деле это износ почек. Вот сохнут, если руки, это износ почек. Это может говорить о поликистозе почек. Если, допустим, уши оттопыренные, это говорит о том, что почки не на месте, или опущение идет почек, или поликистоз почек. И первая страдает левая почка. Есть связка, как я уже сказала, уши, мочевой пузырь, правая почка. И вот дефицит кислорода может закладывать другое ухо. Недержание мочи, спазмирование каналов. Это мозг не хочет контролировать, не может контролировать. То есть нарушена связь мозга с телом через позвоночник. Это Т9. Девятый грудной позвонок связан у нас с почками. Если у человека, допустим, неполное отделение мочи, тогда там могут заводиться букашки. Поэтому очень важно понимать, что сначала могут возникать проблемы с почками, мочевым пузырем, а затем тот же простатит. Если у человека от природы, да, без макияжа розовые щеки, это плохие почки. Ну, тест каждый может из вас сделать, да, съесть 400 грамм свеклы, моча при этом должна быть светлая. В том, что нет дисбактериоза и нормально все с почками. Еще яркая такая представительная информационная зона почек – это орбитальная область глаза. Сосудистые, если вот есть у человека рисунки на веке, это говорит о застоях в почках. Если есть такая вот через глазницу яркая, сильная вена, да, это патология почек. Конъюнктивит, воспаление – это закисление организма. То есть конъюнктива должна быть розовой. Яркое бордо – это алкалоз. Жировики вокруг глаз, если есть и мешки, это отеки и проблемы с почками. А если папиллома у глаз, это грибы и разные паразиты. То есть, ну, как я сказала, что ухо – это почка. Такое ухо, такая почка. Важен размер и рисунок, мягкость и твердость ушной раковины. Допустим, дряблое ухо или такое, знаете, закостенелое – это крайность перед смертью. Серовыделение – это плохо в почках. Если чешется внутри уха чес, это проблемы с мочевым пузырем. И внутри уха это как бы вестибулярная наша система, внутреннее ухо. Ну, если, допустим, вы летите в самолете, можно проверить состояние своих почек, да? Если у вас уши быстро откладываются, то все нормально с почками. И если вы, допустим, вот потянете сейчас ушную раковину вниз, если есть щелчок, то это тоже говорит о проблемах с почками. Не должно быть щелчка. Если у женщин, допустим, сбивается месячный цикл, это тоже может быть проблемы с почками. И от почек плохо ногам. Почему? Потому что почки управляют костной системой. Это и зубы, это все. Вся костная система. Поэтому очень важно поддерживать здравие почек. Ну и
Если мы говорим о состоянии почек на энергоинформационном уровне, то это выглядит следующим образом. Значит, почки связаны на энергетическом и физическом уровне с мочевым пузырем. И сам мочевой пузырь, он является как бы шлюзовым органом тела. То есть он собирает мочу, выделяемую почками, и удерживает ее в течение времени между мочеиспусканиями. Кроме того, он регулирует еще циркуляцию воды. Вот. И самый по протяженности, длинный такой, самый длинный у нас, это меридиан мочевого пузыря, кстати, в организме. И вот если есть нарушение циркуляции движения энергии, допустим, в меридиане мочевого пузыря, у человека может возникать отечность слизистой оболочки носа, выделение постоянное из носа, глазные какие-то расстройства, потому что одна из главных точек, кстати, для оздоровления глаз находится как раз в области первой точки меридиана мочевого пузыря. А вторая точка для улучшения органов зрения, как раз вот если провести, допустим, от начала брови линию перпендикулярную вниз к глазу, там будет болевая точка, это вот вторая точка, которая способна прояснить зрение. Также у человека могут быть при блокировке меридиана мочевого пузыря глазные расстройства, слезотечение, вообще боль в глазах, резь, конъюнктивит. Также может испытывать человек лобно-затылочную боль. То есть вот если проблемы на теле есть болезненные по ходу циркуляции движения меридиана мочевого пузыря, то это проблемы с мочевым пузырем. Боли в крестце, боли в бедрах, неподвижность бедер, судороги или парез голени мышц, ишиаз, люмбага, боли в стопе, в пятке, в пятом пальце, в мизинце, или там на топтыше, или мозоли на пятом пальце, на мизинчике ноги. Это все говорит о проблемах с мочевым пузырем. Теперь, что касается... Ну, я не буду тут называть вам сейчас никакие точки, да, просто это отдельная тема. Поэтому если меридиан чистый, проходимый, меридиан мочевого пузыря, то нет места тяжелым болезням и злокачественным образованиям, так же, как и при чистоте меридиана почек. Еще почки, они отвечают у нас на энергетическом уровне за счастье человека. И они имеют очень важные функции. В период созревания почки пробуждают к жизни дремлющие половые железы. В процессе оплодотворения почки выделяют гормоны и обеспечивают передачу всех характерных черт организма в мужские и женские половые клетки. То есть тесная связь почек с половыми органами, а также с надпочечниками, часто заставляет искать причину импотенции и фригидности в нарушении секреторной деятельности почек или в истощении половой функции. То есть в обеих случаях и сердце, и система кровообращения у человека чрезмерно перегружаются. То есть они как бы стремятся сохранить содержащуюся органическую жидкость постоянно. Также почки регулируют движение органической и внеклеточной жидкости, отбирают и поглощают белки, глюкозу, натрий, хлор, то есть все микроэлементы. И если по какой-либо причине почки теряют свою очищающую и регулирующую способность, то кровь перегружается ядовитыми шлаками, которые поступают к клеточным тканям. Это вызывает отеки, локальное опухание, а также даже может вызвать заражение крови. Вот как узнать, да, по признакам таким, которые проявляются на физике, о дисбалансе энергии в канале? Вот кожа лица может темнеть, особенно лоб и места непосредственно под глазами. Причем кожа может опухать и образовываться мешки под глазами. Мешки бывают мягкие, более плотные, то есть они содержат воду или слизь. То есть если мешки под глазами содержат воду, они мягкие будут. Если они содержат слизь, то будут твердые, плотные.
В результате сморщивания почек кости становятся слабыми, а язык, особенно у основания, обложенным. Расстройство, связанное с внутренним ходом циркуляции движения и энергии, приводит к недержанию и задержке мочи, болям в почках, мочеточниках, мочевом пузыре, к нефриту, пиелонефриту, циститу, импотенции, фригидности, депрессии. Все это из-за недостаточного функционирования почек. Также расстройства, которые могут проявляться на физике, связанные с наружным ходом канала. Это боли в подошве, это похолодание нижних конечностей, то есть когда ноги постоянно мерзнут. У нас, смотрите, первая точка почек, R1, находится как раз вот чуть выше центра стопы, ближе к пальчикам. Боли с внутренней стороны лодыжки, боли во внутренней части голени и бедра, передней брюшной стенки и груди, то есть по ходу меридиана. Поэтому очень важно на вот эти вот моменты обращать внимание. Ну и самыми такими распространенными причинами заболевания почек, таких как нефрит, допустим, пиелонефрит, является, есть, конечно, определенные группы риска, да, наиболее расположены к пиелонефриту женщины. Дело в том, что уретра у них значительно короче, чем у мужчин, по этой же причине женщины больше предрасположены к воспалению почки. Сексуально активные женщины становятся жертвами заболеваний в острой форме значительно чаще. Основные факторы риска у мужчин – это осложнения после перенесенных заболеваний урологического характера или абсцессов, возникающих в любых органах. У женщин воспаление почек может развиваться также вследствие перенесенного цистита. У детей оно встречается крайне редко. Также стоит отметить, что, допустим, вот возраст является немаловажным фактором, и у людей после 50 больше шансов стать пациентами нефролога. Если мы говорим в целом, допустим, о заболевании почек, да, основные базовые, там, почечная недостаточность, нефрит, пиелонефрит, то основными причинами может являться, первое, если брать физиологический аспект, это переохлаждение. Если уже заболевание проявлялось ранее, то есть если это хроническая форма, застой мочи в мочевых путях, цистит, который не был полностью излечен, воспалительные заболевания, сахарный диабет, травмы мочевого пузыря и почек, болезни, ослабляющие иммунитет, гиповитаминоз, ВИЧ, инфекционные заболевания. Частые переутомления тоже бьют по почкам. Наличие катетеров или мочеприемников, беременность, аномалии мочевых путей, повреждение мочеточника во время операций, лучевая химиотерапия, поликистоз и гормональные сбои. То есть это основные такие базовые причины. Но еще хочу обратить ваше внимание на то, что одной из основных причин пиелонефрита является уреплазма. То есть есть ряд инфекций, которые способны существенно отразиться на здоровье человека. И, кстати, вот к таким неприятным бактериям относится уреплазма. Она выживает под воздействием антибиотиков. В отличие от других вирусов, может жить в организме бессимптомно и очень долго. А также иметь свою отличительную способность. То есть она гидролизирует мочевину. И вот заболевания, передаваемые половым путем, реже причиной становится простое несоблюдение правил гигиены. И уреоплазма может стать причиной пиелонефрита. Если инфекцию не лечить, она поражает мочевыводящие пути, а затем и почки. При отсутствии борьбы с уреоплазмой далее возможно развитие сепсиса, а безвозвратное разрушение тканей часто ведет за собой летальный исход. Поэтому вот КФС в комплексном применении с КФС-буковичка при дисфункции почек, при урологических заболеваниях очень важно использовать и КФС номер 1, и КФС фунгимин, и КФС браслет обновления, и КФС номер 2 в обязательном порядке.
Основа пиелонефрита – это инфекция, которая проникает в ткани почек и мочевыводящие пути. То есть бактерии, которые являются виновниками возникновения болезни, те же, что обычно способствуют любому другому воспалению. Они же являются и причиной учащенного мочеиспускания при пиелонефрите, что считается одним из первых его симптомов. Вот, кстати, при цистите тоже частое мочеиспускание, и при пиелонефрите тоже частое мочеиспускание. Основными возбудителями заболеваний являются инфекция мочевыводящих путях, кишечная палочка, бактерии протей и клебсиела, золотистый стафилококк, грибок, особенно кандида, возбудитель молочницы, сальмонелла, хламидиоз, микоплазма. То есть вот очень важно это вот понимать все. Ну и осложнения, да, после пиелонефрита. Если не лечить пиелонефрит, есть риск заполучить абсцесс, острую инфекцию, рубцы, почечную недостаточность, в том числе и в хронической форме, гипертонию и гипотонию, сепсис и, как следствие, летальный исход. Поэтому очень важно понимать, что почки – это серьезно. Ну и еще нередко хронический пиелонефрит становится причиной недержания мочи. Она сопровождается болезненными позывами до мочеиспускания и жжениями и резиями во время него. При однократном обострении пиелонефрита повреждение почек случается крайне редко, а вот рецидивы способны привести к хроническому течению, особенно при наличии болезней, которые этому способствуют. Ну и хроническая форма также возникает из-за невозможности устранить пиелонефрит при, допустим, аномалиях мочеполовой системы, при камнях в почках. Поэтому очень важно вот эти моменты для себя все понимать. Далее. Если мы говорим о почках, да, то печью нашего организма является сама печень и вообще поясница. Поясница – это, вот знаете, как аккумулятор, как батарея внутри нашего организма. И именно там, на уровне поясницы, да, на уровне лордозного изгиба поясницы, чуть выше сразу, там проекция почек. Поэтому почки любят тепло. И по форме они напоминают, как я уже сказала, уши. И почки связывают нас с обществом через слух. Поэтому каков слух, такова и связь с обществом у человека. И вот когда молодежь ходит, оголив пупок, как раз оголяется поясница, и губятся таким вот образом почки. И еще почки все фиксируют, поэтому есть такая даже поговорка в народе, что если не в порядке почки, не увидите вы дочки. Также почки помогают нам быть здесь и сейчас. То есть, помните, я говорила про энергоинформационную структуру, когда почки, говорила, что они проявляют человека, энергоинформационная структура почек проявляет человека в многомерности бытия и в настоящем моменте времени. Энергии почек активизируют и регулируют жизнедеятельность организма человека и всех его органов и систем. За счет чего это достигается? Это достигается за счет иньской и яньской энергии, которая содержится в квиэссенции дзин почек. И вот инь и ян почек является основой инь и ян всего организма. Поэтому от КФС, кстати, формула любви инь и формула любви ян можно, соответственно, прикладывать на левую и правую почку. То есть ян на правую почку, КФС формула инь на левую почку. И мы можем очень быстро уравновесить баланс, энергетический баланс в организме. Потому что при нарушении баланса инь и ян почек нарушается гармония всего организма, что, естественно, приводит к развитию болезней. При недостатке ян почек снижается интенсивность обмена веществ, уменьшается продукция тепла и энергии, снижается жизненная активность внутренних органов. Обычно как это проявляется на человеке, на физике? У такого человека бледное лицо, зябкость, холодные конечности, пульс слабый, редкий, реакции замедлены, снижается либидо, развивается импотенция, бесплодие, ломит в пояснице и возникать может слабость в ногах. При недостатке иньских энергий в почках снижается секреция жидкостей,
Утрачивается покой, развивается относительно избыток ян. У такого человека возникают приливы жара, беспокойство, сухость во рту, ночная потливость, жар в 5 центрах, пульс тонкий и частый, язык красный и сухой. Также возможна ломота в пояснице, слабость в ногах, повышенная половая возбудимость, полюции, преждевременное семяизвержение. Вообще при заболеваниях почек и мочевого пузыря больного беспокоит страх. Он отмечает пристрастие к соленой пище, ощущает как бы сломанность позвоночника на высоте почек, ограниченность движений в тазобедренных суставах, очень часто наблюдается желтизна склер. При поражении мочевого пузыря страдает ясность и звонкость в произношении определенных звуков. Такие звуки, как ха, и, у, т, о, а также ма, ми, му, мэ и мо, человек может при дисфункции почек произносить невнятно. Ну, еще очень важно знать, что целая группа кожных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ в клетках, а именно такие заболевания, как экземы, дерматиты, псориаз и другие кожные заболевания, в основе всех этих заболеваний лежат заболевания почек. Поэтому пока почки человек не приведет во здравие, вылечить какие-то кожные заболевания проблематично. Ну и, к сожалению, печать энергетического дефицита почек в настоящее время лежит на большинстве людей. Достаточно достоверным критерием состояния половых желез у лиц обеего пола служит состояние бровей. Редкие тонкие брови, а также отсутствие или выпадение ресниц отражают недостаток эстрогенов, то есть женских половых гормонов, дисфункцию яичников, болезненные менструации у женщин, недостаточную функцию половых желез у мужчин. Об общем же нарушении гормонального баланса свидетельствуют появившиеся коричневые выпуклые бляшки на верхнем веке у человека. Поэтому послушайте вот внимательно, вот обобщаю, да? Смотрите, рождение, рост, зрелость, старость, смерть определяются энергией почек, а также состояние зубов, костей, волос отражает состояние почечной энергии. При недостатке энергии почек у детей наблюдается отставание в росте и развитии. У взрослых снижается половая активность, и организм преждевременно дряхлеет, и быстро наступает старость. Поэтому вот почки, они включают как бы в работу репродуктивную систему у мужчин и женщин. Если почки не в порядке, то в правильную функциональную работу репродуктивная система не включится никаким образом, потому что выключателя нет. Почки, то есть это как такой вот штепсель, да, который включает в работу, как в розетку включаем штепсель, в репродуктивную систему. Поэтому, когда есть дисфункция репродуктивной системы, там, любые заболевания половой системы, как у мужчин, так и у женщин, всегда надо начинать с энергетического восстановления уровня почек, то есть прорабатывать меридиан почек и мочевого пузыря в обязательном порядке, а также меридиан перикарда и меридиан трехобразователей. Особенно если есть заболевания гормонально зависимого характера, такие как, допустим, фиброма, там, аденома простаты и так далее. Вообще система половых желез ответственна за производство, за продолжение человеческой популяции. И вот нормальное функционирование этой системы зависит от почек, которые хранят мужскую сперматическую эссенцию цзин, а у женщин силу и энергию, удерживающую плаценту. При нарушении функции почек у женщин можно ожидать большие проблемы с деторождением, а у мужчин с потенцией. Поэтому терапия мужской импотенции и женского бесплодия есть терапия нормального функционирования почек и системы тройного обогревателя, который курирует у нас, в принципе, всю эндокринную систему, и половые гонады, естественно, в том числе. Ну, еще, как я уже сказала, энергия почек связана не только с костями, еще со спинным и головным мозгом, ушами, властвует над слухом, уретрой и амусом. Она влияет на образование стула и мочи, и почки еще являются воротами желудка.
И если они закрыты, эти ворота, то соки, не выделяясь, образуют отеки. Почки – это орган, корректирующий центры тяжести, проявленности человека в мерностях мира, в мерностях бытия. И они определяют диапазон жизни человека земного, а также уравновешивают смысловую гармонию органов, то есть систем человека в пространстве. То есть их можно уподобить рычагам управления нижними системами, принимающими сигналы центральной системы, то есть сердечно-сосудистой системы. И вообще, если мы рассмотрим на тонком плане почки, то они символизируют способность освобождаться от того, что может отравить жизнь человека. Почки очищают кровь от шлаков, поэтому болезни почек приводят к заболеванию и сочетанию таких эмоций, как критика, кстати, и осуждение. Вот, критика и осуждение очень мощно бьют по почкам. Также такие эмоции, как гнев, злость, обида, ненависть, сильным разочарованием и чувством неудачи. Все это, все эти эмоциональные проявления человека разрушают почки. Таким людям кажется, что они вечно неудачники, все делают неправильно, часто испытывают чувство позора. И вообще страх перед будущим, страх за свое материальное положение, уныние и нежелание жить в этом мире всегда отражаются на почках. Еще, если мы говорим о психосоматическом аспекте дисфункции почек, то вот смотрите, если есть у человека проблемы с почками, то, возможно, человек проецирует на партнера свою неполноценность, свои недостатки, свои проблемы. Поэтому может возникать ощущение того, что человек мнительный, разочарование часто испытывает, огорчен или критикует всех вокруг себя. И человек отправляет сам себя, проецируя свои проблемы на других, вместо того, чтобы их сознательно переработать, проработать и как-то разрешить. Еще почки – это вместилище родовой энергии. Это та изначальная потенциальная энергия, которая дана нам родом для успешного развития. Это тот НЗ-потенциал, который мы не имеем права растрачивать. Поэтому, анализируя проблемы с почками, всегда обращайте внимание на ваши отношения с родными, на вашу связь с родом, на то, каким путем вы идете. Идете ли вы против рода или, наоборот, помогаете им. Если вы растрачиваете НЗ-потенциал рода, то род вас быстро заберет туда, на тонкий план, потому что вы лишаете род энергии. Наша задача при жизни накапливать энергию, а не растрачивать последние капли родовой энергии, которая хранится в почках. Если говорить о камнях в почках, то тематический аспект заключается в том, что, вот смотрите, камни в почках, они как бы представляют собой застарелую, окаменевшую агрессию в отношениях с партнером. То есть человек может цепляться за давно разрешенные проблемы, за свои какие-то негативные мысли, вместо того, чтобы давно за них забыть. Человек сам как бы блокирует свое развитие с помощью затора, ментального такого затора. Поэтому очень важно жить в настоящем моменте здесь и сейчас. Когда почки во здравии, неправильно проявляют человека в настоящем моменте времени. Поэтому, когда мы говорим, что надо жить в настоящем моменте времени, это в первую очередь полезно для чего? Для почек. Если мы говорим про мочевой пузырь, да, как взаимосвязанный орган с почками, вот так как любая жидкость в нашем организме связана с эмоциональным телом или телом желаний, то есть заболевание мочевого пузыря связано со способностью человека реализовать свои желания. Допустим, если какая-то болезнь мочевого пузыря затрудняет мочеиспускание, это говорит о том, что человек слишком сильно подавляет свои желания и свой страх. Если же наоборот, допустим, наблюдается недержание мочи, это означает, что человек больше не может себя контролировать, он хочет, чтобы все его желания реализовались вот прямо вот сейчас, прям немедленно. Ну, надо полагать, что таким людям недостает здравомыслия. Поэтому вот работая с КФС «Буковичка», да, с 17 до 19 по почкам и с 15 до 17 по мочевому пузырю, очень важно прорабатывать свой энергетический уровень, работая с меридианом почек и мочевого пузыря, делать прокачки и массаж меридианов по ходу циркуляции движения энергии в данных меридианах.
Ну и еще у нас почки связаны с надпочечниками. То есть у нас на уровне талии сзади расположены еще надпочечниками, функции которых многогранны. Их главной задачей является обеспечение выживания организма в самых разных таких экстремальных ситуациях. То есть надпочечники – это первые железы, которые формируются у плода, поэтому они взаимосвязаны с корневой чакрой, хотя расположены над почками. На космическом плане корневая чакра – это проводник высокочастотной божественной энергии, который способствует духовному просветлению человека. Ну и надпочечники – это как двуслойные железы на поверхности почек. Они, естественно, вырабатывают определенные гормоны. То есть кортикоиды выделяются наружным корковым слоем. Глюкокортикоиды, половые гормоны выделяются. Адреналин, норадреналин – это те гормоны, вообще надпочечники вырабатывают 49 гормонов, которые регулируют обмен веществ, выделение половых гормонов, подавляют аллергические и воспалительные реакции. Вот это в норме, да, ускоряют работу сердца, нормализуют работу сердца, сужают кровеносные сосуды, тормозят пищеварение, расщепляют гликоген. Вот. Но бывает гиперфункция, бывает гипофункция. При гиперфункции надпочечников раннее половое созревание с быстрым прекращением роста. У взрослых идет нарушение вторичных половых признаков, учащенное сердцебиение, возникает повышение пульса, кровяного давления, особенно при испуге или радости. А вот при гипофункции надпочечника может возникать бронзовая болезнь, кожа такого бронзового цвета становится. Удаление коры вызывает смерть, то есть происходит большая потеря большого количества натрия. Вот, то есть вот таким вот образом. И при наступлении осени в организме у женщин появляются над губой вертикальные морщинки. Это симптомы дисфункции надпочечников. Помимо дисфункции половых желез, которые проявляются усиленным ростом волос над верхней губой, повышенный рост волос на лице у женщин говорит о нарушении функции надпочечников, которые тесно связаны с половыми железами. Поэтому весьма важным признаком недостаточности надпочечников может служить бронзовая окраска кожи лица. Ну а что же касается сильного пола, то есть мужчин, то потерю потенции отражают вертикальные, довольно глубокие морщины перед ухом. Они очень ярко свидетельствуют об истощении жизненных сил организма. Ну и еще весьма характерным признаком дисфункции желез внутренней секреции с поражением надпочечников является отечность или мешки, расположенные на нижних веках. Дисфункция надпочечников или половых желез у женщин может проявляться появлением роста волос на подбородке, над верхней губой, а также в районе углов нижней челюсти с одной или с обеих сторон. И вот на преобладание в организме стихии сухости может указывать появление ранней стены. Вот ранняя седина, она связана с расстройством половых функций, диабетом, тяжелыми стрессовыми ситуациями. То есть бывает, человек там переживает какую-то стрессовую ситуацию, да, и может, допустим, там за 1 секунду посидеть. Это все потенциал страха, там вот этих отрицательных эмоциональных состояний бьет по надпочечникам, и происходит вот такая вот ситуация. Теперь, что касается прокачек, которые мы можем делать для оздоровления функций почек, надпочечников, мочевого пузыря, да, используя вместе, допустим, КФС номер 2 или КФС нефрит и КФС буковичка. Значит, прокачки можно делать следующим образом. Прокачивая одновременно информационные зоны мочевого пузыря, допустим, накладывая на мочевой пузырь КФС номер 2 или на его информационную зону, на подбородок. А КФС луковичка на вторую чакру спереди. То есть, допустим, КФС луковичка закрепили на вторую чакру спереди,
а КФС номер 2 или КФС нефрит на подбородок. Это информационная зона мочевого пузыря. То есть вот таким вот образом улучшить состояние, допустим, при том же цистите. Сколько держать? От 1 до 3 минут. Также у нас информационная зона почек находится на плечах, ближе к боковой поверхности шеи, поэтому как погончик можно взять КФС, допустим, нефрит и КФС номер 2, как погончики ближе к шее, сюда расположили их, а КФС непосредственно буковичка на 3-ю чакру сзади, то есть там, где зона почек расположена. То есть таким вот образом мы прокачиваем информационные зоны почек на плечах и шее, как бы, и активизируем уровень 3-го энергетического центра, то есть там, где расположены почки у нас сзади. Дальше, так как у нас почки связаны с ушами, можно делать прокачку следующую. Можно, допустим, закрепить КФС нефрит и КФС номер 2 прямо на ушные раковины, а КФС буковичка на 3-ю чакру сзади, то есть между почками прям. Также у нас информационные зоны почек находятся на ногах, поэтому можно использовать КФС номер 2 и нефрит под коленные чакры сзади. Располагаем на 3 пальца выше под коленной выемки сзади, а КФС буковичка на 3-ю чакру сзади. А затем под каждую стопу еще можно положить, прокачать каждую стопу. Также у нас информационная зона почек находится еще на подъеме ноги и на тыльной стороне ладоней. Поэтому можно тоже эти информационные зоны прокачивать с помощью КФС. То есть закрепляем КФС, допустим, номер 2 и нефрит на тыле ладоней, а КФС, допустим, можно взять номер 1 и КФС буковичка на подъеме ног. Одновременно 3-5 минут держать. Дальше. Зона мочевого пузыря. Прокачивать каким вот образом. Можно зажать КФС нефрит между пятками, соединив стопы между собой, поставив стопы на боковое ребро внешнее. А КФС буковичка на 2-ю чакру спереди. Также можно прокачать информационную зону почек на теле спереди и сзади. Каким образом? КФС номер 2 и КФС нефрит под концы ключичной кости. Здесь у нас вот находятся точки R27, вот там, где еремная выемка, и вот заканчивается ключичная кость. Да? Вот сюда закрепляем на расстоянии примерно 8 сантиметров КФС номер 2 и КФС нефрит. А КФС буковичка на почки сзади, между почками. То есть таким вот образом мы можем прокачать с вами почки. Ну и теперь, что касается, это вот меридиан мочевого пузыря, о котором я говорила, который необходимо прокачивать. Вот зона еще, 2 точки есть меридиана почек. Сюда можно прикладывать КФС после массажа этих точек. То есть один КФС, допустим, 2 или нефрит на почке, а один корректор сюда прикладываем. Тоже вот такая вот прокачка можно делать. Также вот, если вот в эти зоны, которые обозначены, выделены здесь, у вас проблемы, боль, вы ощущаете боль в этих местах, то это говорит о дисфункции почек. Вот сюда тоже можно прикладывать КФС. То есть под коленочки, допустим, нефрит и КФС номер 2. А вот на зону 3-й чакры сзади КФС буковичка. Также можно вот на верхнюю часть ягодиц нефрит и КФС номер 2, а на зону между почками КФС буковичка. То есть вот таким вот треугольником прокачивает почки. Можно между лопатками КФС, допустим, буковичка, КФС нефрит и КФС номер 2 на верхнюю часть ягодичной мышцы.
Ну, это то, что я говорила, с зоны проекции почек и мочеточников на кистях и стопах. То есть вот на кисти, на тыльной стороне, и сюда можно прикладывать одновременно, делать прокачки. Допустим, правую сторону прокачиваете КФС номер 2 на тыл ладони, а КФС луковичка на тыл стопы. Теперь при нефрите можно использовать вот эти зоны, прикладывать сюда на точки проекции КФС или массировать вот эти вот точки, если есть выставленный диагноз по нефриту. При ночном энурезе, как взрослых, так и детей, можно использовать вот эти точки акупрессуры, которые можно массировать и на которые можно прикладывать непосредственно КФС. А при цистите, вот сколько точек, которые и по ногам проходят у нас, и по туловищу, на стопах расположены. То есть таким вот образом мы можем устранять более быстро цистит. При этом КФС можно использовать по уровню второго энергетического центра спереди и сзади. Допустим, КФС номер 2 или нефрит спереди, а КФС луковичка сзади на уровне второго энергетического центра. Ну, если мы говорим о звукотерапии, то при дисфункции почек как можно чаще слушайте саксофон, особенно в период с 17 до 19 часов. Ну, если мы говорим о хромотерапии, то именно оранжевый цвет активизирует уровень второго энергетического центра и в сами почки. Поэтому та же оранжевая майка, которую вы можете носить при прокачках, при наложении КФС на уровень почек с 17 до 19, это все ускорит эффект исцеления и оздоровления почек и мочевого пузыря. Также, уважаемые пользователи, подключайтесь к нам на официальный сайт у КФС компании kfs-planeta-регионов.рф, где вы можете по 42 сферам жизни подобрать для себя корректоры. Также есть у нас чат в Telegram, подключайтесь к КФС для всех и для каждого, и подключайтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках. Так, вот Наталья нам пишет, благодарит за вчерашнюю подсказку по защите. Вечером гуляла у леса, и на Наталье был КФС «Источник Великой горы» в руках. Произносила слово «очищение». Через 7-10 что-то вышло через горло и ушло в угнетенное состояние. Молодец, Наталья. Очистилась. Ну что, вопросов если нет, всем выражаю признательность за участие в вебинаре. Всем желаю здравия, вашим почкам и мочевому пузырю при применении этого уникального КФС «Буковичка», используя всю ту информацию, которую вы сегодня получили. Сейчас перерыв до 15 часов, а затем мы будем говорить про КФС «Священная любовь» и про духовное пробуждение. Почему это очень важно сейчас? Потому что никто не успеет, тот опоздает пробудиться в духе, я имею в виду. Такие большие проблемы будут в жизни у тех людей, кто не сможет духовно пробудиться. Так, сейчас перерыв. Отдыхаем.